Все вы уже слышали о проекте Nakama Card, ведь это крупнейший коллекционный бот карточек по различным вселенным, которые вы сейчас видите на экране. Моя геройская академия, как самый сложный и проработанный пак, готова затмить вас 450 красочными карточками персонажей и не только. Я вот наконец-то смог заполучить себе моих любимых девочек Урараку и Тогу, мистической редкости серьезного деку, а также ВЗО, пускай хоть где-то ему будет место. Nakama Card это не только про коллекционирование, а еще и про соревнования с другими игроками, где ты сможешь заполучить себе карту противника. Поэтому если ты еще не выбил своего любимого персонажа, не теряй зря времени и переходи по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Не расстраивай всемогущего. Истинная причина, почему антагонист пробудился и не был уничтожен вместе с распадом личности Шигараки. Раскрытие Айзавы правды о том, что у главного героя больше нет причуды одного за всех. Однако при этом Деку все равно решает сражаться, уверяя, что у него есть некая сила, чтобы противостоять ВЗО. Так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 421 глава манги моей геройской академии. Переводил ее сам, и так как я не профессионал-любитель, могут быть ошибки. Пройтись вы ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если у тебя есть возможность поддержать выпуск глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено за главой и показано в ролике, обновляясь каждую неделю. Вот, например, люди, поддержавшие выпуск 421 главы. Повествование начинается с того, что нам демонстрируют решимость прибывших учеников класса А. Для них самих было удивительно, что сюда явилось так много их товарищей, но все как один заявили, что услышали просьбу полиции, чтобы выдвинулись те, кто еще способен сражаться. Все ребята видели, что Мидория все еще сражается с антагонистом и не могли просто так оставаться в стороне, решив прийти на помощь Изуку. Ведь именно из-за того, что все они мечтали стать героями, они и находятся здесь. К слову, сама 421 глава имеет название «Мы здесь». Видя эту картину, все за одного даже и глазом не повел от такого количества противников, говоря, что для него они были лишь ничтожной серой массой, что пришла на верную смерть. Но при этом всплыла одна очень интересная деталь. Антагонист был уверен, что его копия, находящаяся в теле Томуры, должна была уничтожиться вместе с распадом личности Шигараки. Но этого не произошло из-за того, что в момент, когда Изуку пробивал внутренний барьер Томуры путем ударной передачи факторов, ВЗО услышал, как вдребезги разлетался фактор его брата Йоичи, после чего весь мир для него потускнел. Однако вместе с утратой антагонист стал неуязвим к духовным атакам главного героя, из-за чего все заодно сделал выводы о том, что его теория была правдива. Люди действительно становятся сильнее, когда что-то теряют. И видимо, навсегда утратив Йоичи, ВЗО наконец-то обрел то, что у него никогда не было, а именно сильной воли, которая и попрепятствовала его уничтожению. И раз уж злодея больше ничего не сдерживало, активировав сразу множество причуд, он собирался уничтожить всех этих героев. У Сэра же на все это было свое мнение, ведь свою причуду он усовершенствовал путем изнурительных тренировок. Кроме того, подобные трагедии причинили очень сильную боль одному из его друзей. И затем, в сию же секунду, из портала появился Шота и Старатель, вплотную атакуя ВЗО приемом огненный кулак, после чего Сэра с помощью своих лент забрал их из эпицентра огненного всплеска. Последним из портала вышел Ямада, поблагодарив всех, кто согласился помочь им в этом сражении. Ведь сейчас настал переломный момент в битве с противником, а поэтому им нужно выложиться на полную в этой финальной битве. ВЗО же, смотря на все это, стало как-то грустно, что противостоять ему пришла кучка раненых героев, которые вовсе не вселяли ему никакой азарт от предстоящего сражения. А поэтому, сконцентрировав причуды, он хотел решить все одной атакой. Однако внезапно антагониста начала притягивать в противоположную сторону, и это оказалась герой 13, которая с помощью черной дыры пыталась отклонить его траекторию удара. То же
самое пытались сделать Касатка и герой Женя, но сила все за одного была настолько велика, что им не удалось помешать его атакам. Кенда настаивала, чтобы все прибывшие герои атаковали противника вместе, дабы эффективнее ему противостоять. И вместе со всеми хотел выдвинуться и Деку, но как только он попытался взвестись на ноги, то тут же ощутил невероятную боль. Айзава же объяснил ему, что нынешних сил Эри хватило лишь для того, чтобы вернуть его тело на несколько минут назад, как раз пока у него еще были руки. Касаемо же остальных ранений, все они никуда не исчезли, ведь ему пришлось пережить очень затяжную и свирепую битву. Поэтому Айзава пока что не хотел, чтобы Мидория вступал в бой. Но как раз таки в этот момент Деку и шокировал своего учителя, рассказав ему правду о том, что у него больше нет причуды одного за всех. Изуку потерял все факторы предшественников, но хоть он и недолго был девятым владельцем этой причуды, из-за того, что Деку, как и всемогущий, был беспричудный, эта сила достаточно сильно отпечаталась в нем, тем самым оставив внутри тлеющие угольки. Так что некоторое время он еще сможет сражаться. Не став его больше сдерживать, Айзава отдал Мидории ту самую футболку для того, чтобы тот прикрыл свои раны, после чего произошло нечто значимое для главного героя. Аояма протянул ему свою руку помощи, как когда-то также поступил и он сам. Люди же, наблюдавшие за этим сражением, всецело выражали свою поддержку Мидории, умоляя его сделать все возможное, что было в его силах. И последний фрейм мы видим, как Деку, активировав остатки причуды одного за всех, устремился в сторону все за одного. Что ж, ребятки, эта глава вышла достаточно эмоциональной. Кори решил провернуть с главным героем ту же схему, что и со всемогущим. Мидория сейчас может использовать лишь остатки одного за всех, и факторы других предшественников сюда не входят. В его распоряжении осталась только суперсила. Но вот вопрос, хватит ли ее для того, чтобы справиться со все за одного, который сейчас намного могущественнее былой версии себя. Да и к тому же, с утратой Йоичи антагонист будто заполучил сильную волю, из-за отсутствия которой ранее ему так и не удавалось расправиться с одним за всех. Теперь же у него нет никаких преград, да и то, что показали сейчас герои, не очень-то заставляет поверить в их победу. И мне вот интересно, справятся ли они вообще с антагонистом при таком раскладе? Как вы считаете? И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие роли. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Take the charge. Look at my passion ball. Take the charge. I'm steady, motherfucker. Look at my passion ball.